Для узора набираю любое число петель, неважно, четное или нечетное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 12, 13, 14, 15, 16. Я набрала 16 воздушных петель. Вначале никогда не делаю узелочком. Начальная петля у меня тоже считается за звено цепочки из воздушных петель. И перехожу сразу же к вязанию первого ряда. Итак, вот нахожу первую петлю от крючка и ее перемычку. Вкалываю в эту перемычку крючок, вот так. Подхватываю рабочую нитку. Получается, что на крючке 2 петли. Эти 2 петли провязываю вместе. Дальше завожу крючок в только что провязанную петлю и снова в перемычку следующего звена. Подхватываю рабочую нить и вывожу еще одну петлю. Теперь 3 петли на крючке, их все 3 провязываю вместе. И снова в только что провязанную петлю и в перемычку следующего звена. 3 петли на крючке провязываю вместе. Здесь еще можно считать. Вот сейчас я провязала 3 петли, нужно провязать 16. Ровно столько, сколько было набрано звеньев воздушной цепочки. 4, 5. Ну и работаю так до конца ряда. Подхожу к концу ряда, остается 2 петли, 15 и 16. Опять в предыдущее провязанное звено и в перемычку. Это 15 в предыдущее и в перемычку. Это 16. Первый ряд на этом закончен. Второй ряд. Поворачиваю изделие вот так на второй ряд, чтобы рабочая нитка ушла через заднюю сторону. Дальше, как я делаю первую петлю? Вставляю крючок в кромочную косичку, в дальнюю тушку, вот так. Подхватываю рабочую нитку, вывожу. Получаю 2 петли на крючке. Эти 2 петли провязываю вместе. Это будет раз. Давайте я повешу маркер на эти 2 петли. Он будет обозначать начало ряда. Теперь вставляю крючок во вторую из этих 2 петель, только что созданную, и в следующее звено опять в дальнюю дужку кромочной косички. Подхватываю рабочую нитку, 3 петли на крючке провязываю вместе. И продолжаю вязать так до конца ряда. Снова в только что созданную петлю, в только что провязанную петлю, в кромочную косичку, в дальнюю дужку, подхватываю рабочую нитку и 3 петли провязываю вместе. Это уже 3. Ну и повторяю так до конца ряда. Здесь опять должно быть 16. 4, 5, 6. Ну и снова остается 2 петли в этом ряду. 15, и 16. Второй ряд на этом готов.
Перехожу к вязанию третьего ряда. Снова делаю поворот точно так же. И вставляю крючок опять в кромочную косичку в дальнюю дужку. Подхватываю рабочую нить. 2 петли на крючке провязываю вместе. На эти 2 петли повешу маркер, который будет обозначать начало вязания. И считаю это раз. Опять вставляю крючок в только что провязанную петлю и в кромочную косичку за дальнюю дужку. 3 петли на крючке и считаю 2. Опять в только что провязанную петлю и в кромочную косичку за дальнюю дужку. И считаю 3. Только что провязанную петлю и за дальнюю дужку кромочной косички. 4. Работаю так до конца ряда. Опять 14 петель провязала, остается 2 точки в этом ряду. В только что провязанную петлю и в кромочную косичку за дальнюю дужку. Вывожу петлю, получаю 3 петли на крючке, это 15. И теперь 16. Вы смотрите, куда делается 16, в только что провязанную. И вот именно туда, как проходит маркер. Вот так я вставляю крючок. Здесь надо подцепить 2 ниточки. Маркер сниму, потому что он мешается мне. Вот так цепляю эти 2 ниточки. Вывожу. 3 петли на крючке провязываю вместе. Ну и следующий ряд, они все теперь будут аналогичны, идентичны. Здесь узор состоит из одного ряда. Снова разворачиваю вот так вязание. Вставляю крючок в первое звено, в дальнюю дужку. Вывожу одну петлю. Вешаю на эти петли маркер. Провязываю вместе и считаю, это 1. Теперь в только что провязанную петлю в дальнюю дужку, это 2. И работаю так до конца ряда, пока не будет провязано нужное число петель. Фактически этот узор вяжется аналогично узору паркет или елочка, но единственное, что каждая сторона этого узора вяжется одинаково. Здесь я все делаю лицевыми петлями и меняется просто место вкалывания крючка. Вяжу исключительно эти елочки, паркетины за дальнюю дужку кромочной косички. Работаю такими рядами на нужную высоту. Для контроля себя, как считать петли в этом ряду и понять, что вы нигде не сбились, не связали лишнего или не упустили петлю. Начинается счет с вот этой подъемной петли. Вот она. Здесь 2 петли, 2 столбика. Ну, как помните, в начале мы всегда делаем 2 петли вместе. И считаю 1, а дальше перехожу на счет кромочных. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Значит, провязано в ряду 16 петель, столько же, сколько было набрано. То есть все верно. И вот смотрите, провязала я несколько рядов этим узором. И вот какой узор получается. Я вяжу из шнура. Это у меня карамель Baby. Нет, это у меня карамель Дольче 4 миллиметра. Вяжу я его на крючке 6 миллиметров от пряжи центр. И смотрите, одна сторона и вторая сторона точно такая же, точно такой же узор. Очень такой получается довольно плотный, на удивление. И узор этот похож, на мой взгляд, на английскую резинку спицами. То есть сымитировать вот какую-то резинку и связать, допустим, сумку таким узором вполне возможно. Можно связать сумочку, допустим, сумочку-ракушку. Вот представляете, вместо обычных столбиков или вместо соединительных петель, которые обычно вяжутся в сумке-ракушки, вязать вот такие елочки, какая она будет объемная. Здесь вот прям косы от резинки получаются. И с этой стороны то же самое. Это образец на шнуре. Сейчас я вам покажу образец на шерсти.
Вот у меня есть образец на шерсти. Здесь, возможно, текстура видна лучше. Смотрите, какая красота. Обратная сторона. Все точно так же, да? Две абсолютно идентичные стороны. Ну и мне видится таким узором шапочка крючком, но не по кругу, а укороченными рядами, как в боснийской вязке. Можно сделать повязку на голову, снуд, шарф, даже митинги. По-моему, будет классный узор, очень плотный и будет очень теплый. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забудьте про ваши лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе следующих видео мастер-классов. Спасибо за внимание. Пока-пока.